Жаркое солнце пустыни выжигает все живое уже вторую неделю подряд. Неумолимый ветер гонит песок, а археологи, уставшие, но решительные, продолжают раскопки в этом заброшенном краю, где на первый взгляд нет ничего, кроме барханов и следов мелких животных. Именно здесь, среди безмолвия и пыли, команда случайно обнаруживает то, что сначала кажется обычным камнем. На поверхности выступает едва заметный угол, причудливо отполированный, не похожий на окружающие обломки. Археолог Ник, просматривая местность с помощью старого металлического щупа, неожиданно задевает этот камень ногой. Он наклоняется, смахивает песок рукой и сразу замечает один странный штрих. Под слоем грязи проглядывают ровные линии, будто кто-то намеренно выточил их века назад. Интерес возрастает, несколько ударов лопатой, и все становится куда интереснее. Песок неохотно уступает, но открывается не просто одиночный камень, а часть огромной плоской конструкции. Сначала все думают, что это остатки древней стены, но при тщательном осмотре находят обломок с вырезанными следами креплений. В этот момент один из студентов-волонтеров, Мэтт, замечает, что поверхность поддается и дрожит. Вся команда сбегается посмотреть, как он осторожно раздвигает песок по краям. Открывается темная впадина, ведущая вниз. Внутри перекрещенные балки, отшлифованные и почти не поддавшиеся времени. Участок, который казался обычной возвышенностью, вдруг обретает новый смысл. Археологи зовут тяжелую технику, начинают раскапывать шире, аккуратно, чтобы не повредить то, что скрывал песок сотни лет. С каждым новым дюймом становится ясно, они наткнулись на что-то гигантское. Вокруг первого открытия появляются новые очертания, прямые линии, параллельные друг другу, словно кто-то нарочно выстроил их в идеальном порядке. Толщина плит поражает, они явно были рассчитаны не только на вес человека, но и на что-то гораздо более массивное. Песок, обработанный ветром, годами защищал структуру. Когда рабочая команда откапывает один из краев, поверхность оказывается украшенной странными символами. Эти знаки никто из присутствующих не может сразу расшифровать. Они не похожи ни на древнеегипетские, ни на греческие, ни даже на римские надписи. Более того, швы между плитами настолько тонкие и ровные, что возникает ощущение, будто их вырезали высокоточным современным инструментом. Сбоку молодая археолог Джессика находит прогал, где песок просел, открыв что-то металлическое. На свет появляется маленькое колесо из меди, которое вращается прямо в ее руке. Инструмент покрыт слоем потемневшей зеленой патины, но механизм до сих пор работает. Видны шестеренки, соединенные друг с другом с невероятной точностью. Специалист по металлам Джон приезжает из ближайшего города, чтобы оценить находку. Он определяет, сплав уникальный, и подобные технологии, как считалось ранее, появились лишь в конце 20-го столетия. К вечеру становится понятно, находка слишком масштабна, чтобы быть случайной или одинокой. Копая дальше, археологи извлекают из песков еще несколько деталей: массивные болты, куски кирпича, покрытые глазурью, и даже ржавую цепь, звенья которой не удалось разломать вручную. Совсем рядом участки с утолщенным камнем, на которых заметны отпечатки чьих-то ладоней, словно рабочие пытались оставить следы в сыром растворе. Команда ломает голову. Они нашли не просто руины, а остатки инженерного чуда, спрятанного под песками столетиями. Вопросов больше, чем ответов. Ник организует ночное дежурство, чтобы никто не пытался утащить артефакты или помешать дальнейшим работам. На рассвете они планируют раскрыть тайну полностью. Ведь по всем признакам это не просто древняя дорога или платформа. Перед их глазами постепенно открывается гигантский мост, пролежавший под слоем песка без малого 3 столетия. Никто в экспедиции даже не мог бы представить, что этот день начнется с обычной проверки поверхности, а закончится находкой, которая изменит понимание всей истории региона. Однако самое удивительное впереди, потому что мост хранит секреты, которые только и ждут, чтобы их раскрыли. Когда первые лучи солнца вырвали мост из песчаного плена, все взгляды были прикованы к его поверхности. Плиты, будто нарочно отполированные временем, отражали свет так ярко, что археологи щурились, несмотря на солнцезащитные очки. Стройность линий поражала. Мост был не просто функциональным, а настоящим произведением искусства. Его основание состояло из массивных каменных блоков, каждый шириной больше 6 футов, а длина выступающей части тянулась почти на 40 футов в обе стороны, уходя под песок. Края этих блоков обработаны с необычайной точностью. На ощупь ни единого скола, ни царапины, как будто мастера старались оставить вызов будущим поколениям.
Поверхность моста украшена замысловатыми символами, которые сплетались в единый узор, ни на что ранее не похожий. Археологи сразу отметили, что мотивы содержат изображения неизвестных животных и геометрических фигур, часть которых образует цепочку, словно намек на тайный код. На противоположной стороне, ближе к обрыву насыпи, сохранился фрагмент барельефа, разгадка его смысла пока ускользала, но видно, что он был вырезан с любовью и филигранной точностью. Если присмотреться, становится заметно. Каждая плита моста обозначена своеобразной меткой, которой нет ни в одном музее мира. Перила, если это вообще можно так назвать, представляли собой низкие каменные стенки, покрытые непонятным сплавом. На ощупь этот металл отдавал холодом и казался намного легче, чем обычное железо. Джон, разглядывая небольшую трещину, заметил, что изнутри материал состоит из нескольких слоев. Тонкий слой меди, затем что-то наподобие бронзы и еще один крайне необычный металл, не поддающийся царапинам ножа. Он аккуратно срезал маленький кусочек для анализа, а затем убрал образец в герметичный пакет. Некоторые плиты покрыты отпечатками ладоней. При ближайшем рассмотрении отпечатки разные, маленькие, крупные, некоторые с необычным количеством пальцев. Участники группы, вооружившись кисточками, осторожно очищали их, отмечая на карте местоположение каждого. Вдоль одного края виднелись глубокие выемки, напоминающие борозды от старых транспортных средств. Мэтт попытался встать на одну из них, и под его весом плита слегка качнулась. Это навело всех на мысль, что под мостом скрывается пустота. Лестничные пролеты у опоры моста оказались частично разрушены временем, но даже уцелевшие ступени сохранили узорчатую гравировку. Одна из ступеней была покрыта зеленым налетом, который, как позже выяснилось, возник из-за постоянного контакта с медью, вмонтированной вниз стены. Археологи нашли в трещинах несколько перьев, как будто кто-то или что-то пыталось пройти по мосту совсем недавно, хотя следов животных рядом не обнаружили. С одной стороны, поверхность мостового полотна была чуть приподнята. Ник, вооружившись ломом, принялся поддевать плиту и заметил странное кольцо, встроенное в камень. Кольцо не поддавалось, несмотря на все усилия, будто его намертво зафиксировали внутри гранита. Вместе с Мэттом они попытались разогреть металл над газовой лампой, и только тогда кольцо немного повернулось. Под ним оказался небольшой скрытый отсек, но открыть его целиком пока не удалось. Солнце двигалось все выше, тени от опорных столбов ложились на песок ровными полосами. На этих опорах виднелись высеченные морды неизвестных животных с длинными рогами. Ник отошел в сторону, чтобы рассмотреть орнамент поближе, и вдруг заметил в одной из морд небольшое отверстие, идеально круглое, будто просверленное сверлом. Через него отчетливо виднелся противоположный берег, что заставило команду задуматься. Возможно, мост обладал инженерными секретами, о которых современникам даже не приходилось мечтать. За мостом на небольшом уступе обнаружили обломок арки. Этот кусок камня был вдвое толще остальных и крепился к основанию с помощью огромных медных скоб. На одной из скоб сохранились следы чего-то похожего на древний герб, круглая печать с 3 волнистыми линиями. Аналогичных символов на других частях сооружения не встретили, что сразу вызвало ажиотаж среди специалистов по гербам и этническим символикам. Рядом с главным пролетом нашли небольшую нишу, внутри которой лежал обугленный кусок дерева. По химическому составу это была черная акация, а такие деревья в пустыне не произрастают, их привозили издалека еще во времена великих торговых караванов. Это стало дополнительной подсказкой, что мост могли строить пришлые мастера. Джессика выяснила, на поверхности плит нашли едва читаемые следы белой краски. При наклонном свете проступали прямые тонкие полосы, как на старых дорогах, что могло свидетельствовать о разделении транспортных потоков. Похоже, по мосту передвигались не только люди, но и груженные повозки. И, возможно, что-то куда более тяжелое. На некоторых плитах присутствовали глубокие вмятины, как будто их оставили тяжелые металлические колеса. Осмотр не прекращался ни на минуту. Команда фотографировала каждый элемент, заносила данные в блокноты, параллельно расчищая песок вглубь. Однако самое странное и важное находилось прямо на поверхности, несколько предметов, выложенных ровной линией, будто некто нарочно оставил их для будущих поколений, чтобы те попытались разгадать, что произошло 300 лет назад. Именно сейчас в головах археологов загорается главный вопрос. Что означают эти загадочные предметы, и не кроется ли за их расположением куда более странная история, чем кажется на первый взгляд? Когда команда закончила основную очистку поверхности моста, первое, что сразу бросилось в глаза, это не просто древние камни и металлы, а совершенно неподходящие для пустыни объекты, аккуратно разложенные вдоль мостового полотна.
Почти в центре лежал странный металлический цилиндр, не длиннее 10 дюймов и толщиной с мужской кулак. Его бок блестел под солнцем медным отливом, но сам цилиндр был покрыт сеткой едва заметных древних насечек. Джессика осторожно провела кисточкой по его поверхности и сразу отметила, что деталь явно подвижная. Один конец проворачивался, издавая внутри характерный треск, словно там спрятан миниатюрный механизм. Рядом с этим цилиндром археологи вскоре заметили длинную ленту, сделанную из странного материала, с виду обычная кожа, но на ощупь невероятно прочная, напоминающая современную армированную резину. На ленте были выжжены символы, похожие на те, что украшали перила, но расположены в строгом порядке, как будто это не просто украшение, а подробная инструкция или древняя запись. Ник аккуратно упаковал находку в специальный контейнер. Подобного кожевенного ремесла он еще не встречал ни на одной раскопке. Чуть дальше, в тени от массивной опоры, Джон заметил небольшой ящик из медных пластин. На его крышке выгравированная эмблема с 3 кругами, соединенными зигзагообразной линией, которую никто из специалистов не смог идентифицировать. Ящик был плотно закрыт, но по весу чувствовалось внутри что-то тяжелое. Хлопнув по корпусу, Джон ощутил глухой звон, явно не пустота. Вскоре он разжился инструментами и осторожно открыл замок, который, несмотря на давность лет, поддался после нескольких минут усилий. Внутри лежали 4 идеально сохранившиеся бронзовые кольца, каждая с надписью на неизвестном языке и разными знаками: солнце, волна, решетка и что-то вроде перекрещивающихся стрел. Рядом между кольцами обнаружили кусочек ткани, на ощупь явно пропитанный чем-то вроде воска, который за века не дал ей рассыпаться. Мэтт с другого края площадки поднял странный обломок. Это был диск, отлитый из какого-то алой меди. Заметив глубокие выемки по краю, он понял, это часть сложного механизма. На обратной стороне было закреплено 6 крохотных пружин, 4 из которых все еще были поджаты, а 2 соскочили и чуть не потерялись в песке. Одна из пружин блестела так ярко, будто ее изготовили на прошлой неделе. Осторожно осмотрев диск, археологи определили, этот предмет явно не являлся частью декора, он должен был вращаться, быть частью большого движущегося устройства. Вдоль одной плиты ближе к обрыву лежало нечто, что сначала приняли за осколок сосуда. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, это кусочек стекла, идеально круглый, размером чуть меньше ладони, с вырезанным по центру отверстием. Через это стекло, даже покрытое вековой патиной, все было видно удивительно четко, как будто кто-то нарочно отполировал его для использования в качестве линзы. Джессика подняла кусок к глазам, и солнечный свет тут же собрался в яркое пятно. Она едва не уронила артефакт, поняв, это не просто украшение, а, возможно, оптический элемент, часть древнего прибора для наблюдений. В трещине возле одной из опор лежала маленькая фигурка неизвестного животного, вырезанная из жемчужно-розового минерала. Длина фигурки около 3 дюймов, а детали настолько четкие, что, казалось, мастер создавал ее под лупой. На спине животного была закреплена крошечная цепочка, ведущая к тонкому стержню из меди. Кто-то предположил, фигурка выполняла роль талисмана, но ее сложность намекала на техническую функцию, возможно, она запускала скрытый механизм. На самом видном месте в центре пролета археологи неожиданно нашли ряд круглых жетонов, выложенных четкой линией от края к краю. Каждый жетон, размером с крупную монету, был сделан из свинца с впаянным в середину стеклянным окошком. Через это окошко виднелась миниатюрная гравюра: звезда, загадочный глаз, стилизованное дерево и нечто похожее на древний компас. Такие жетоны были не просто украшениями, они явно имели назначение, может быть, как своеобразные идентификационные метки или даже элементы игры. В изломе мостовой плиты Ник вытащил короткую стрелу, сделанную из черного дерева с наконечником из того самого необычного сплава, который уже встречался на перилах. Особенность стрелы была в ее балансе, она ложилась в ладонь идеально ровно, а наконечник не магнитился даже к мощному магниту Джона. Видимо, древние мастера владели искусством создания специализированных инструментов гораздо лучше, чем считали современные историки. Когда солнце стало заходить, на поверхности моста было собрано уже более 20 разных предметов, каждый из которых не вписывался в привычные археологические рамки. Некоторые находки располагались на одинаковом расстоянии друг от друга, словно их кто-то специально выложил вдоль моста перед его затоплением песком. Остальные, напротив, выглядели так, будто выпали из рук в последний момент во время панического бегства или срочного ремонта.
Археологи фиксировали каждую находку фотоаппаратами, заносили в каталоги и пытались сопоставить между собой. Джессика заметила, что узоры на некоторых предметах совпадают с метками на мостовых плитах, а символы с жетонов перекликаются с гравировками на бронзовых кольцах. Мэтт собрал часть предметов в отдельную коробку. Возможно, если сложить их по определенному принципу, откроется что-то большее, чем просто набор странных артефактов. Вечернее солнце коснулось горизонта, и длинные тени от предметов легли на мост. В этот момент было ясно, то, что лежит на поверхности, только начало истории. Все, что находится выше песка, вызывает все больше вопросов, и ребята понимают, если на поверхности столько тайн, то под мостом их будет в разы больше. Их ждал переход к самой загадочной части раскопок, где старинные слои скрывают нечто, способное окончательно перевернуть археологическую науку. Работы под вечер становились все напряженнее, команда понимала, что увиденное на поверхности моста было лишь верхушкой айсберга. Джессика первой предложила продолжить раскопки не только вдоль мостового полотна, но и прямо под самими плитами. Ник одобрил план, они разделились на небольшие группы, каждая занялась своим участком. Мэтт с помощниками аккуратно снимал песок, начиная от одной из опор, продвигаясь под мост на животе. В просвет меж плит едва проходила рука. Его лопата вдруг уткнулась в что-то необычно твердое. Это не был песчаник. Здесь начинался совершенно иной слой. В нескольких дюймах ниже поверхности открылся второй ярус, слой из почерневшей глины, будто кем-то специально утрамбованный. В этом слое они нашли то, чего никто не ожидал — круглые каменные диски, каждый диаметром с тарелку. Поверхность дисков украшена спиральными дорожками, эти линии не имели ничего общего с символами сверху, но были вырезаны с не меньшей точностью. На 3 дисках виднелись следы обгорания, на одном — вдавленный отпечаток, очень похожий на подошву древней обуви. Потолок под мостом оказался куда сложнее, чем казалось снаружи. Между несущими балками они обнаружили тонкие пластины из серебристого металла. Все пластины одинаковой толщины и обработаны так, что между ними не пролезала даже игла. При легком постукивании пластина отдавала чистым звоном, будто музыкальный инструмент. Джон аккуратно срезал часть одной пластины. На срезе металл был слоенным, изнутри блестел зеленоватым оттенком, снаружи давал слабое синее свечение под ультрафиолетом. Аналогичный металл в истории местности не встречался. Расширяя проход под центральным пролетом, археологи нащупали нечто похожее на деревянный настил, но под слоем глины он выглядел совсем иначе. При расчищении выяснилось, древесина была пропитана смолой и покрыта сеткой из тончайших медных волокон. Под этим настилом археологи наткнулись на карман с невероятно плотной, почти каменной почвой. Внутри — россыпь мелких осколков фарфора, а среди них — миниатюрная стопка квадратных пластин из черненой бронзы, каждая с выдавленными квадратными отверстиями. Такие детали никто ранее не находил ни в одном регионе страны. Мэтт, продолжая расчистку ближе к краю моста, нащупал что-то круглое. Он осторожно раскапывал находку кистью, пока не увидел медное кольцо, плотно сидящее в глине. Кольцо не двигалось, но под ним угадывался стержень. Джон подключился к работе с молотком и зубилом. Понадобилось более 20 минут, чтобы аккуратно вытащить артефакт. Это оказался винт сложного строения с несколькими лопастями на конце. Его назначение — поставить в тупик даже опытного инженера. Поверхность винта была покрыта тонким слоем керамики, а лопасти явно работали в паре с каким-то движущимся механизмом. Джессика тем временем нашла под одной из опор толстое стеклянное окно. Оно было полностью закопано в плотную глину. Промыв окно водой, команда увидела. Изнутри стекло покрыто десятками красных точек, расположенных в строгих рядах. Через окно ничего не было видно. Поверхность мутная, как будто кто-то намеренно его затер. По краю шли аккуратные металлические скобы, удерживающие стекло в каменной рамке. Ник подбадривал команду, все работали молча. Напряжение росло. Они продвигались все глубже, и вскоре лопата зацепила за небольшой деревянный ящик. Ящик был плотно закупорен, покрыт знакомым гербом из 3 волнистых линий. Открывать его пришлось с помощью инструментов. Внутри странная смесь высушенных корней и 4 свернутых листа, которые на ощупь оказались тонкими медными пластинами. На пластинах выгравированы чертежи, похожие на схемы устройства, а по краям шли мелкие надписи, набранные аккуратным почерком неизвестного мастера. Тем временем группа Мэтта, расчищая глиняный слой вдоль опоры, обнаружила узкий канал, его ширина не больше 3 дюймов. Канал шел параллельно краю моста и неожиданно уходил вниз под углом в 20 градусов. Внутри канала крохотные колесики и 2 медных стержня с нарезкой, будто часть сложной передачи.
Когда свет фонаря попал вглубь, на одной из стен канала замелькали крохотные вставки из цветного стекла. При попадании луча они вспыхивали разными цветами — зеленым, синим, фиолетовым, словно это была древняя система сигнализации или маркировки. Вскоре на выходе из тоннеля Ник натыкается на небольшой мешок из брезента, в котором хранились 3 стеклянные колбы, наполовину заполненные зеленым порошком. Колбы были закупорены пробками, и на каждой стояла метка из того же материала, что использовался для жетонов на поверхности моста. Джон аккуратно осмотрел порошок, состав оказался необычным, смесь минералов и, возможно, частиц меди, которую ранее в археологии пустыни не встречали. Дневной свет уходил, но команда не останавливалась. В глубине между 2 плитами студенты нашли каменную пластину, под которой скрывался тайник, несколько бронзовых стрел, 2 подвески с выгравированными фигурами, кусок плотной замши, а рядом медная коробочка с защелкой. Внутри коробочки миниатюрный механизм с 6 шестеренками. Когда наступила ночь, археологи обошли все новые находки. Каждый слой под мостом таил не только артефакты, но и доказательства существования сложнейших технологий, которых, как считалось раньше, просто не могло быть в этом регионе 300 лет назад. Все, что раньше выглядело магией, теперь оказалось спрессовано в этих слоях. Под каменными плитами мост раскрыл свои настоящие скрытые секреты, намекая на то, что внутри самой основы моста ждет еще более удивительное открытие, способное перерасставить приоритеты всей археологии пустынь. Когда из-под мостовых плит вытащили очередную плиту, самую массивную, длиной почти 9 футов и толщиной больше 2 футов, под ней открылся узкий, как чернильница, люк с выгравированными на металле волнистыми линиями. Ник подозвал всех на место, и втроем, вместе с Джоном и Джессикой, они начали осторожно поднимать крышку, используя специальные рычаги. Люк поддался только после того, как Джон расшатал его деревянным клином. Из отверстия потянуло густым, затхлым воздухом, а по краю заметно выступила сизая пленка влаги, будто внутри было что-то органическое. Внутри проступила явно не пустота. Ровно на одном уровне насыпаны крупные кварцевые кристаллы, которые от малейшего света начинали мерцать, как будто их только что отполировали. На кристаллах лежал плотный деревянный короб, едва вмещавшийся в проем. Короб покрыт печатями, такими же, как на медных кольцах и бронзовых жетонах с поверхности. Крышка держалась не на гвоздях, а на системе скрытых фиксаторов. Чтобы ее открыть, понадобилось повернуть 4 маленьких бронзовых ручки в определенном порядке. Когда короб открыли, внутри оказалось 6 плотных свертков, обернутых в пропитанную маслом ткань. Первый сверток — тонкая пластина из черного металла, выгравированная рисунками таинственных животных и схемой, напоминающей карту местности. Карту сравнили с современным спутниковым снимком. Часть элементов действительно совпадала с высохшими руслами ручьев в этой пустыне. Второй сверток содержал прозрачную трубу, наполненную вспененным внутри песком и крохотными металлическими шариками, напоминающими подшипники. Концы трубы закупорены резьбовыми медными пробками, такие в этих краях прежде не встречались. Ник нашел на пробках крошечные вырезы. При повороте одна из пробок начала издавать приглушенный скрип, а внутри трубы появились отражения света. В третьем свертке оказался круглый механизм, напоминавший миниатюрные весы с движущейся стрелкой и шкалой, на которой были нанесены не числа, а последовательность символов: луна, 2 волны, треугольник, стилизованное дерево, змея. Стрелка на шкале медленно качалась, когда Джессика наклонила устройство на свет. Под механизмом была проложена тонкая бронзовая цепь, один конец которой исчезал в глубине короба. Четвертый сверток оказался самым неожиданным. Внутри плотной материи обнаружилась связка из 5 длинных игл, каждая выполнена из разного металла, от сверкающего желтого до синевато-стального. Концы игл покрыты крохотными спиралями и насечками, а на одной выгравирована чья-то подпись. К иглам был приложен небольшой лист с непонятным текстом, похожим на таблицу, но без единого знакомого символа. Пятый сверток содержал небольшой цилиндр из прозрачного кварца. Внутри застывшая жидкость неестественного голубого цвета. Под светом фонаря жидкость начинала светиться легким неоновым светом, а на поверхности всплывали пузырьки. У основания цилиндра медная пробка с накладкой, украшенной 3 круглыми отверстиями. К изумлению археологов, при вытаскивании цилиндра на изломе древесины под коробом вспыхнули сразу 3 малюсеньких огонька. Оказалось, конструкция соединена с подземным медным проводом, уходящим куда-то вглубь фундамента моста. Шестой сверток был самым тяжелым.
В нем лежал плоский диск из черного, словно обсидиан, стекла толщиной около 1 дюйма, а по краю 8 узких выемок, в которые идеально вставали обнаруженные ранее иглы. На одной стороне диска выгравирована сложная диаграмма, похожая на цикл вращения звезд. Когда Джон додумался вставить одну из игл в диск, оказалось, что если диск положить на металлическую пластину, он легко вращается, а иглы выстраиваются по определенному направлению, как стрелки компаса. В углу короба в крошечном тайнике обнаружили 3 пустых стеклянных капсулы и кусок тонкой кожи с выдавленным изображением дерева и 2 зигзагообразных линий. Ник аккуратно взял капсулы на анализ. Внутри сохранились остатки порошка сине-зеленого цвета, который при контакте с лампой начинал искриться. Команда тут же отметила в своих блокнотах, что таких соединений на предыдущих археологических объектах не встречалось. Самым неожиданным стало то, что под коробом была проложена система крошечных каналов, заполненных похожей на уголь смесью. При внимательном рассмотрении оказалось, что это остатки старинных проводов из скрученной меди и редких минералов, а между каналами даже сохранилась часть выложенной из камня схемы. После изъятия всех предметов из-под плиты археологи обнаружили еще один потайной механизм — металлический рычаг, утопленный в слот у самого края проема. Попробовав аккуратно сдвинуть его, команда услышала, как внутри основания моста сработал сложный замок. Пол вдоль одной из плит начал медленно раскрываться, открывая въезд в новое помещение. Низкий, но длинный зал, выложенный черно-синим камнем. Само помещение хранило десятки металлических ящиков и медных труб, выстроенных вдоль стен. По центру — огромный стол, вырезанный из цельной пластины красного дерева, с набором выемок для всех найденных инструментов и механизмов. Здесь же, на самом видном месте, лежала потрепанная кожаная папка, внутри которой сохранились чертежи и схемы, состоящие из сочетания символов и рисунков с поверхности моста, а также 4 листов с расчетами. Последний лист с осторожностью извлекли из-за хрупкости. На нем была выгравирована надпись на неизвестном языке и точная схема всего моста с отмеченными технологическими узлами. Когда команда закончила осмотр, стало очевидно. Мост был инженерным чудом, секреты которого были намеренно спрятаны от времени и погоды. Все, что нашли под плитами, кардинально отличалось от представления об уровне ремесла 3 столетия назад. Эти находки не только подтвердили фантастическую сложность древнего сооружения, но и открыли новый уровень загадок, оставив экспертов со множеством образцов для изучения и тайной комнаты, где каждый предмет требовал собственной гипотезы. А дальше команду ждали новые проверки и анализы, ведь появление такого количества сложных устройств в сердце пустыни уже готово было изменить саму историю инженерии. Потрясающая находка мгновенно превратила забытый угол пустыни в центр притяжения для ученых и журналистов со всего мира. Уже на следующее утро после раскрытия тайной комнаты к лагерю археологов подъехали грузовики лаборатории, сопровождаемые группой геологов, химиков и инженеров, которых срочно вызвали из крупных исследовательских центров страны. Джессика с раннего утра координировала работу. Все артефакты начали по одному переносить в отдельные палатки, разделяя их по материалу и назначению. Джон вместе с командой инженеров установил передвижную рентген-установку и первым делом запустил сканирование внутренностей металлических ящиков, найденных в зале под мостом. В течение первых 6 часов обнаружили, что внутри некоторых ящиков хранились свернутые металлические пластины, покрытые неизвестным лаком, благодаря которому они не подверглись коррозии. Эти пластины были сложены как страницы книги и содержали выгравированные схемы, где узнавались очертания самого моста и загадочной сети каналов под ним. Одна из схем повторяла структуру старого водоснабжения, а другая — детали сложного механизма с применением магнита и миниатюрных шестеренок. Было решено не вскрывать остальные ящики до приезда специалистов по консервации. Тем временем Ник занимался картографированием тоннеля, соединяющего мост с подземным залом. Его длина составляла почти 40 футов, а стены оказались облицованы специальным камнем, который не нагревался даже под прямыми лучами полуденного солнца. Геологи провели анализ образцов и выяснили, минералы, из которых состоит облицовка, встречаются только в районе старых горных выработок, расположенных почти за 100 миль от места находки. Мэтт в это время фиксировал каждую мелочь, делая фото каждой метки, а также нанес на планшетный план все каналы, механизмы и скрытые выемки для дальнейшей работы специалистов. В палатку, где осматривали инструменты из тайного зала, прибыли сразу 3 специалиста по древним технологиям.
Они начали работать с бронзовым диском и набором игл. При соединении диска с иглами и помещении на металлическую пластину устройство запускало слабое, но стабильное электромагнитное поле. Создали временную лабораторию для изучения этого эффекта, а инженеры, пораженные устройством, тут же связались с коллегами по видеосвязи. Одновременно Джессика и химик Кэролайн начали тестировать сине-зеленый порошок. Спектральный анализ показал наличие редких минералов и неизвестных соединений, которые можно встретить только в местных солончаках. В течение 2 часов удалось воссоздать состав покрытия, защищающего металл от коррозии. Журналисты, прибывшие из разных городов, стали брать интервью у каждого члена команды. В штабе археологов организовали 3 пресс-конференции подряд, чтобы не мешать работе в полях. Пресса распространила новости о странных механизмах, неизвестных материалах и древних схемах по всему интернету, что моментально привлекло внимание крупных музеев и даже частных коллекционеров. К вечеру появились представители Министерства культуры и полиции, чтобы законсервировать место находки и обеспечить круглосуточную охрану. Параллельно техника фиксировала новые детали. При анализе кристаллов, найденных под огромной плитой, выяснилось, кварцевые структуры могли выполнять роль своеобразного аккумулятора, накапливая энергию. Магнитные считыватели показали слабый пульсирующий ток, что сразу подняло вопросы о принципах работы устройств 300 лет назад. Геологи, вооруженные пробниками, исследовали сеть подземных каналов. В одном из них обнаружили следы воды, прорывающиеся дважды в сутки, следовательно, система все еще могла кое-где функционировать. Все находки тщательно переписывали и отправляли по защищенным каналам в Национальный архив. Исследователи за ночь создали цифровую модель моста с точной привязкой находок к каждому квадратному дюйму поверхности, чтобы не упустить ни одной детали будущим поколениям специалистов. Тем временем местные власти перекрыли территорию, а военные выставили караулы, чтобы не допустить мародеров, ведь стоимость найденных артефактов могла превышать все запасы золота региона за последние 200 лет. На следующий день прибыла команда реставраторов, чтобы стабилизировать старинные материалы. Уже с первого анализа было понятно. Найдена уникальная технология соединения камня и металла с помощью морозоустойчивых и эластичных компаундов, аналогов которым не было в мировой инженерии. Когда Ник с инженерами подключил найденный под мостом механизм к простейшему источнику питания, часть сигнальных стеклянных вставок вспыхнула мягким светом, а по поверхности нескольких бронзовых полос прошел слабый электрический разряд. Тем временем историки и этнологи стали сравнивать найденные жетоны, эмблемы и гравировки с обширным архивом символики, но ни один знак не совпадал с известными государствами или кочевыми племенами, что вызвало бурю обсуждений среди экспертов. Одним из самых неожиданных последствий находки стало письмо от команды немецких археологов, которые вспомнили похожие технологии строительства в старых руинах в Сахаре, на расстоянии более 400 миль на запад. Это поставило под сомнение все текущие теории о древних путях миграции и уровне инженерных знаний народов пустыни. Вечером 3-го дня на раскопках произошло еще одно важное событие. К лагерю подъехали 2 представителя крупнейших инженерных фирм страны. Они предложили помощь в создании музейного комплекса прямо на месте открытия, пообещав профинансировать планы по сохранению и выставке всех устройств и артефактов. Ник и Джессика согласились начать подготовку презентации для правительства. В результате за 1 неделю мост из песков пустыни превратился не только в археологическую сенсацию, но и в точку отсчета для новых технологий в строительстве, материаловедении и энергетике. По итогам экспедиции создан был специальный научный консорциум. Все находки каталогизированы, а сам мост получил статус охраняемого объекта, доступ к которому теперь возможен только по разрешению министерства. Научные публикации, подготовленные по горячим следам, уже меняли взгляды на древние общества, а команда археологов отправилась на подготовку новых экспедиций к похожим объектам в других частях пустыни. Но главная интрига осталась. Часть механизмов и схем все еще не поддалась расшифровке, а найденные материалы обещали породить десятки новых открытий, ведь, как оказалось, в самом сердце безжизненной пустыни 300 лет назад кто-то уже знал о технологиях, к которым современный человек только начинает приближаться.